Тун-тун-тун. Что нужно делать, чтобы графика становилась такой отточенной? Что нужно делать? Как? Куда бить? Что делать? Чтобы впечатления от нее становились крутыми и позитивными. Какой процесс нужно пройти? Какие принципы? Может быть, нужно вставать по утрам в 7 часов или делать зарядку, или планку 5 минут? Что нужно делать? Проговорю некоторые основные моменты, которые для меня базовые принципы, и, собственно, без которых я бы не мог делать такую графику. И я надеюсь, это будет полезно всем. Меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема ландшафтная архитектура, проектирование, ландшафтный дизайн, архитектура, урбанистика, все такие штуки. И я преподаю в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени Кирова в Петербурге, соответственно. Вот. И сейчас рассказываю про такую графику. Это мой рабочий инструмент, и почему я рисую такие виды, такие подачи. Почему это так работает? Обычно я работаю в скетчбуках, но вот это вот скетчбук, вот это парадная графика. Мой скетчбук у меня открывается на такой странице, где можно прочитать про меня, что я, кто я, почему я практикую и что в целом я делаю. В основном практикую в Италии и в России. Проекты были, вон, вы видите, куча стран, и совершенно разные проекты, от маленьких до урбанистических огромных, и общественные пространства, и выставки, и вон, коллаборации, и преподавание, и бла-бла-бла-бла-бла. Сразу перейдем к графике пером и тушью на примере вот этого вот проекта. Это не проект, это просто рисунок, но это отработка концептуальных идей. И вот такого вот типа графики. Такого достаточно простого, если его понять, очень эффектного, если его использовать и отработать, и ведущего в благородную, стильную, книжную графику, как будто бы в традиции, как будто бы в истории. Тема с традицией такая, и с историей вот такая. Вот это базовые штуки. Если вы хотите просто перенять технические моменты, то это, я думаю, практически бесполезно, потому что будут сразу же провалы. Если есть провалы в базе, то понятно, что как бы дальше двигаться смысла нету. На чем это все по большому счету базируется? Базируется на изучении контекста и погружении в контекст. Мой контекст — это работа 5 лет в Италии в архитектурно-пейзажной студии Габриэля Филиппини, Ольги Москвиной. И работа, соответственно, по огромному количеству проектов в разных местах мира. Очень много, просто очень много. От самых маленьких до самых больших. Например, из больших Милан Экспо. Студия Габриэля Филиппини, Ольги Москвиной озеленяла русский павильон Экспо. Можно загуглить, посмотреть, что это за веселая история была. И еще несколько павильонов мы делали. Озеленение, ландшафтный дизайн, но это из больших, а из маленьких просто вот миллион всяких штук. Вот. Это итальянский контекст и, соответственно, итальянская эстетика. Что делать с итальянским контекстом и эстетикой? Нужно его изучать. Если вы не изучаете его, то не придет общая эстетика, характерная для мира. Придет индивидуальная эстетика или смесь эстетик, и получится каша, или современный дизайн, или еще что-нибудь. Он может быть сколько угодно умным, но он не сказать, что выстроен на базике, который характерен эстетическому ощущению человечества. На этом базике основана классическая школа. Я пушу за классическую школу, за классическую графику и за все вот эти вот традиционные истории в искусстве, в проектировании, в культуре, все такие штуки. И, соответственно, чтобы адекватно использовать вот этот вот историчный контекст, я использую, соответственно, историчные материалы. Это перо. Перо такое, деревянный держатель, вот такой простой железное у пера жало. Это, не помню, как называется перо, но оно довольно мягкое. Для начинающих я рекомендую использовать такое перо пожестче. Это классическое советское перо «Звездочка». Лучше его я не знаю ничего, вот честное слово. Для того, чтобы ставить руку, нужно не брать разные модные перья, там какие-нибудь красивые перья, вот типа вот таких. Это просто превратит вашу дорогу из быстрой в долгую, из легкой в тяжелую. Если вы берете перо «Звездочка», то совершенно адекватным образом ставите себе руку. Что происходит? На пере «Звездочка» вся страна училась и ставила руку, вся советская страна. И вот, тогда знали, как
каким образом с этим работать. Я когда взял перо звездочка, она оказалась идеальным во всех отношениях. И поэтому, потому что оно идеальное, потому я могу делать вот эту вот графику. Если я использую не идеальные перья, то я не могу делать вот эту вот графику. Вот все просто. То же самое, если, тем более, если вы не рисуете, будет у вас. И на самом деле немножко еще сложнее. Поэтому, чтобы избежать драматизма, не идем вот эту историю, а идем вот в эту историю. Потом в практической работе вся эта техника, которую наработал пером, она переносится на другие рисовальные инструменты. Эти рисовальные инструменты — это, например, линер, это, ну, может быть, на самом деле там карандаш, хотя я мало использую карандаш. Ну, мало использую. Это может быть уголь, например, или сангина, или сепия, вот такие вот мелки. Сейчас покажу. Вот такие мелки. Тын-тын. И, соответственно, эта техника с успехом переносится практически на любой материал и инструмент. Любой — это, ну, например, я часто рисую чайной ложкой. Та же самая техника. Огрубленная, декомпозированная, но, в принципе, та же самая. Вот. И можно рисовать там палочкой на песке, можно кирпичом на асфальте, показывая проектную идею. Я рисовал скотчем на стене проекта, рисовал оконные проемы, ну, рисовал карандашом эти, как на колоннах сверху, не помню, как называется. Капитель, да, фрагменты, элементы капителей. Там античный рисунок акантового листа, нужно было его нарисовать внутри храма, чтобы потом рабочие сделали вырезки соответствующие, можно было делать хорошую резьбу, основу для хорошей резьбы. Вот. Ну, в общем, это просто и переносится легко. То есть моя история, она не только вот в скетчбуке или не только на листе, но и на материальности. Она приходит в строительство, в пейзаж, в архитектуру, в практическую работу. И держит ноги свои, основу в Италии, и работает по всему миру, и в России, и за границей. И моя техника, она по сути стремится к минимализму. То есть я думаю, как рисовать как можно меньше, но получать как можно больше. И вот если мы посмотрим на этот рисунок, что с ним интересно? То, что вот эти вот попытки прорисовать идею домика, как неважного на тот момент для меня элемента, ну, просто мне нужно было, чтобы он был гармоничный. Оно упирается в то, что я очень мало рисую, например, текстуру стен. Чем меньше я рисую, тем больше он выглядит залитым светом, тем более он интенсивно симпатичный. Но я очень интенсивно сделал оконные проемы, потому что они работают со всей структурой моего рисунка, они делают ритм, они делают интересную историю. И я очень заморочился на прорисовывании листьев. На самом деле, что тут происходило? А тут происходил просто мой тренировочный процесс. Я думал, как мне отработать, например, вот такой типологии листьев, или вот такую типологию листьев, или вот такую типологию листьев, или вот такую типологию листьев. То есть вы видите парадный лист, типичный для моей графики, но это результат моих тренировок. Не результат создания какой-то картины или чего-то, а просто результат тренировок. Мне нужно было тренироваться, я тренируюсь на своей парадной графике. Вот так это работает. И вы видите, например, тут много элементов недорисованные. Вот здесь лестницу я начинал строить. Это очень характерно именно для проектной графики, потому что у меня в скетчбуке огромное количество недорисованных элементов. Недорисованных в художественном отношении. Я показал конструктив, я показал, как все это работает, и для меня это достаточно. Это достаточно. Потому что это концептуальное проектирование. И вот эта графика, она вышла из идеи концептуального проектирования, да. То есть какие тут интересные моменты? По сути, может быть, лист недоработан. Может, недоработан, но это только с художественной точки зрения. С точки зрения, если мы смотрим как проектная концептуальная история, то он вообще даже излишне проработан. И я прыгаю между двумя вот этими сущностями, и мне между ними очень легко. Я могу оставить лист на любой стадии заполнения, если мне кажется, что он все нужное говорит о моей проектной идее. И это может быть совершенно минимальная стадия заполнения. И все равно это смотрится эстетически. Если вы смотрели мои обзоры скетчбуков, вы можете увидеть, что любой лист, там, открой в скетчбуке, он выглядит таким довольно крутым. Особенно там в ближайшее время, когда я уже практически довел эту систему до необходимого мне уровня.
И я разрабатываю проект, и это не выглядит как... Момент разработки проекта не выглядит как хаос какой-то непонятных чертежей. Нет, вот здесь все сложилось в голове, и в скетчбуке теперь уже складывается нормально. И это уже выглядит в целом симпатично. Можно листать скетчбук как красивую графичную книгу, проектную книгу и вообще просто красивую графично. Это как артбук по моим проектам. Вот такая интересная штука получилась. Она точно бы не получилась, если бы не вот это вот присутствие и большой-большой-большой опыт в Италии, совершенно другой культуре для меня. И вот процесс преобразования того, что я знаю из нашего образования, в то, что необходимо для того, чтобы работать на практике за границей. Что любопытно для понимания такой графики? Все, что я говорил до этого, без этого, ну, просто не обойтись. Если вы думаете, что можно это оптимизировать и откинуть как бла-бла-бла, ничего не значащее, то нет, так не получится. Это те водные, основные водные, которые, мне кажутся важными, это то, что все это состоит из большого количества простых элементов. Если вы научитесь рисовать это простые элементы, а их довольно ограниченное количество, то вы можете составлять такие композиции. И для того, чтобы составлять такие композиции, нужно понимать, как строится пространство. Это основа работы архитектора, основа работы проектирования. То есть два вот этих вот фактора необходимы для того, чтобы создавать вот такие листы и создавать на них композиции и заполнения. И чтобы эта вся история в итоге смотрелась симпатично и круто. По сути, это сочетание проектного мышления и такой эстетической составляющей. Вот эта вот графика, она сама по себе неплохо продает проектную идею, но у меня обычно это все не замыкается только в графику или только в скетчбук. У меня всегда почти по проектам идет 3D. То есть на стадии разработки проекта я использую скетчбук, и там вот графика характерная для вот этого стиля. Если мне нужно сделать какую-то большую графическую подачу, я буду считать, что она будет работать круче, там, чем любое 3D, потому что есть такие люди и есть такие контексты, для которых графическая подача в миллион раз круче самого крутого 3D. Вообще всем наплевать на 3D. Я думаю про вот эту вот большую историю, которую я могу делать. Я могу делать, потому что у меня классичное образование и у меня опыт работы в итальянской студии. А Италия нам дала весь мир и дала основы эстетики, которые считают люди во всем мире прекрасными, да. Это, ну вот, возрождение. Попробуй с возрождением поспорь. И вот эта вот графика — это не цитирование возрождения, а интерпретирование того, что я узнал о классических подачах и старался пропустить сквозь свой опыт проектирования. Мой опыт проектирования, он такой, что нужно создавать проекты быстро, просто хорошо, вариативно, потому что утром ты услышал какую-то информацию, к обеду ты должен уже что-то показать. Что-то показать, что будет эстетично и симпатично. Ну вот, например, этот лист моей графики, и переходим в проектную историю. Вот здесь она вот таким образом выглядит, а вот на этом развороте на листе вот таким образом выглядит. Мы видим вид сверху, видим миллион пояснений, потому что это разработка проекта. Видим какие-то образы сформированные, там, где я формировал архитектуру, пространство и функцию. Видим похожие разбредовки там, где я рисую сочетание галереи и сочетание зелени. Так же, как я рисовал на том парадном листе. Ну, соответственно, уже с большой историей размеров, пояснений, проектной графики. Вот так это выглядит сверху. Это типичный лист моего скетчбука рабочего. Ну, например, вот еще. Покажу поближе. И тема с иллюстрированием проектных идей. Вот так это выглядит в развороте листа. Вот так работает мой стиль проектной графики. Пройдусь по основным компонентам, которые необходимы. Это нужно для того, чтобы отрабатывать эту историю и тренироваться в ней. Необходимо классическое советское перо «Звездочка». Вот оно. В магазине «Передвижник», по-моему, оно продается за 49 рублей. Держатель к нему за 100 рублей. И какие-нибудь чернила или тушь. Ну, я использую, например, часто вот такие. Это Popel Pen, вот такой.
или Винзор Ньютон, вот они покруче. Для вот такой графики они сильно круче. Ну, или любые другие, которые есть под рукой. В общем, вот это для таких перьев. И на моем канале на YouTube огромное количество уроков в открытом доступе, бесплатных уроков. Можно брать, тренироваться, рисовать одновременно с моими видео. Или можно пойти более коротким путем. У меня есть теперь платные уроки на Boosty. Вы переходите по ссылке, либо в шапке профиля, либо под видео. И там тарифы за 200 рублей, ну такой немножко ознакомительный. И за 400 рублей, там где я 400 рублей в месяц, где я даю такую информацию, как я даю на курсе или как я даю коллегам. Ну, вот как я прям обучаю и раскладываю всю эту систему. Можно брать, практиковаться и получать такой же результат. Это не очень сложно, это не история художника. Я постоянно упираю на то, что у меня история не художника. Для меня рисунок — это обслуживающая структура. Не самостоятельно художественно ценная. Она должна показывать мои проектные идеи. Как можно быстрее, проще, лучше и хорошо. Вот таким образом такой стиль и вырос. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка Эдуарда Кичигина. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И переходите по ссылке там в этих, и подписывайтесь, и рисуйте не хуже меня. Пускай графика в России будет прям крутой-крутой. А кто это сделает, если не мы? Своими усилиями. Вот я изо всех сил пушу эту тему, чтобы много стало такой крутой графики. И наша страна была в этом отношении очень классной, очень крутой. В общем, вот, меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.